Приветствую, друзья! С вами Айболит. Новые сборные пушки. По словам наших разработчиков, это оружие, которое мы получим за проявление какой-либо игровой активности. Например, за вход в игру, ап-лиги на РМ или прохождение спецоперации. На словах все выглядит классно, перспективно и хорошо. Прямо радуется душа за наш проект. Но каков реальный уровень этих условно-бесплатных пушек? Данный вопрос появляется у многих и вызывает опасения. Вот и новый пистолет-пулемет на инженера М4 вызвал много споров и негативных отзывов среди ютуберов и простых игроков. Сегодня я выскажу свое личное мнение о данном оружии. Также, досмотрев этот ролик до конца, ты узнаешь, во-первых, где взять пин-код на крутую пушку на время, а во-вторых, я расскажу, где и как получить пистолет-пулемет Томпсон навсегда. Итак, наши любимые и неповторимые разработчики и админы иногда делятся с нами своими планами на будущее, какими-то важными и глобальными задачами, которые они себе ставят и стараются потом выполнить. Сколько я помню Warface, а я его помню еще с 2012 года, план выполнения задач происходит примерно по одной схеме. Шаг первый. Давайте введем что-нибудь нужное в игре. Частенько в планах бывает ввод ненужного, но сейчас не про это. Шаг номер 2. Изменений ввели, но теперь у нас сломался Warface, люди бомбят, задания не считаются, урона нет. Хорошо, хоть мы завезли новый донат. Шаг номер 3. Неделю, 2 недели, а то и месяц после обновы разрабы усердно чинят игру и пытаются сделать ее хотя бы на том же уровне, что она была до обновы. Потом снова начинается шаг номер 1. Хорошей иллюстрацией тому служит убирание возможности носить 2 или 3 дыма, а потом обещание этот дым все-таки вернуть. Ну а М4-то когда уже будет? Сейчас будет, док. Я просто хочу основательно разобраться в теме сборного оружия, ведь по сути с ним не так все просто. Люди как бы ждали, надеялись, верили обещаниям. Но что в итоге они получили? За редким исключением получили весьма и весьма посредственное оружие, которое уже даже сейчас слабее среднего доната, а через полгода-год станет вообще слабым и неиграбельным. Вот как раз М4 служит хорошим примером и живым доказательством моих слов. Но давайте не будем спешить и разберем все по порядку. С чувством, с толком, с расстановкой. Когда я впервые увидел эту пушку, мне она очень понравилась. Видно, что дизайнеры корпели, трудились, и у них получилось действительно красивое оружие. Смотря на характеристики, тоже можно лишь порадоваться. Урон 85 – это больше, чем у Крис Кастом. Дальность одна из лучших в игре. Темп тоже вполне себе приличный. Магазин на 35 патронов. Точность от бедра и в прицеле тоже вроде бы на высоте. Но начав с ней играть, я понял, что это не пушка, а шляпа какая-то. Сам ты шляпа, ты ни разу по нему не попал даже. Ты просто днарь. Урон не прошел. Днарь в квадрате. Я сколько с М4 не играл, меня не покидало ощущение ее рандомности. Пули летят куда хотят. Ты вроде и точно навелся, а залетит или нет, это уже как повезет. Отдача трясучая, как будто припадок эпилептика. При этом рисунок отдачи в разные стороны змейкой. Очень неприятно. Частенько бывало, пули просто облетают вокруг головы, не повреждая противника. Вообще стрельба в голову с М4 задача очень сложная. На ближней дистанции еще куда ни шло, но чем дальше, тем больше рандома. Не скажу, что невозможно. Я бывало делал и крушители. Благо ваншот в голову у данной пушки присутствует. Но, видимо, в эти моменты бог рандома был на моей стороне. Я довольно много успел с ней поиграть, потестить и пришел к выводу: с М4 лучше стрелять по телу, чем в голову.
Что касается распила, тут все хорошо. Множители в руки и тело единица. Поэтому кто любит позажимать, тому, возможно, зайдет эта пушка. Но опять же, разброс у нее очень большой и неприятный. И даже с родной ручкой, которая вроде бы этот разброс уменьшает, особо лучше не становится. О, у них терминатор в команде. Да, увы, что может Айболит против терминатора? Сколько камней в огород я уже накидал. Кину еще один. У М4 на ПТС были неотцентрованы прицелы. То есть вы стреляете, а пули летят куда-то левее. И насколько я знаю, эту ошибку до сих пор не исправили. Это очень печально. Донатную пушку, значит, мы сделаем идеальную, все отцентровано, а сборную? Да фиг с ней, потом доделаем через месяц-другой. Может быть, если руки дойдут. Такое отношение к своей работе не может не вызвать негодования людей. Хорош издеваться над ромбами. Ромбов тут раз-два и обчелся. У нас в игре одни твинки бегают. Вот видишь, у них терминатор в команде. Он всех балансирует. Подводя итог вышесказанному, М4 в данный момент одна из худших сборных пушек. На мой взгляд, она сырая, недоработанная, недоделанная. Внешность на 5 с плюсом, а по игре как будто играешь с ржавой, старой и убитой пушкой. Поэтому очень большая просьба разработчикам: доведите до ума данный ствол, отцентруйте прицел, сделайте поменьше разброс. Отдачу не такую рандомную, как сейчас, что даже перчатки и рукоятки не помогают. Вот это пламя противное, как-то сделайте поменьше. Реально, пламя вырывается во все стороны и очень отвлекает. Люди будут тратить свое время, а кто-то, возможно, и деньги, чтобы открыть эту пушку. И, на мой взгляд, открыв ее, они должны получить хорошее оружие. Несмотря на то, что у администрации всегда свое видение и свое представление о правильной или неправильной пушке, часто бывает, что резонансные темы, когда какое-либо видео собирает поддержку большого количества людей, админы меняют свое отношение и исправляют свои ошибки. Поэтому, если видео было полезным и, на твой взгляд, правильным, то поставь ему лайк и выскажи свое мнение по данному оружию в комментарии. Благодаря вашей активности, возможно, данное видео дойдет до наших разработчиков, и в скором времени мы получим улучшенную версию М4, с которой действительно захочется играть, стрелять и получать удовольствие. А теперь, как и обещал, скажу про халяву на канале. Во-первых, прямо сейчас переходи в мою группу ВКонтакте, ищи там тему с названием «Раздача пин-кодов» и забирай крутую пушку на время. Ссылка, как всегда, в описании. Во-вторых, в воскресенье состоится мой стрим, где я разыграю в качестве главного приза пистолет-пулемет Томпсон. Навсегда. Чтобы принять участие в розыгрыше, приходи на стрим, и я тебе все расскажу. Почти на каждом стриме я разыгрываю ценные призы. Либо оружие, либо снаряжение навсегда. А также мы просто играем и душевно проводим время с подписчиками. Если видео было полезным и информативным для тебя, то ставь ему лайк, подписывайся на канал. С вами был доктор Айболит. До новых встреч!